Здравствуйте. Сегодня вот такая симпатичная задача. Дан зеленый треугольник, на двух его сторонах построены квадраты. Длина синего отрезка, соединяющего вершины этих квадратов, 12. И нужно найти длину красной медианы треугольника X. Я предложу два способа решения, а вы оцените, какой вам больше понравился, а может предложите свой. Итак, что делать? Ну, вначале я обозначу стороны квадратов буквами А и Б. Вот сторона АБ первого квадрата пусть будет А, КБ будет тоже А, сторона БС равна Б, и сторона БП тоже Б. Еще я обозначу буквой альфа угол треугольника КБП. И дальше скажу, что углы квадратов равны по 90 градусов. Сумма углов B слева и B справа квадратов в сумме, я уже сказал, равна 180 градусов. Полный угол равен 360. Значит, и угол КБП, и угол АБС также дают в сумме 180 градусов. Поэтому, если верхний угол альфа, нижний будет вот этот. Он не вертикальный с ним, имейте в виду. 180 градусов минус альфа. Все. Что дальше? Вот дальше самое главное наступает. Я продолжу или продлю медиану за точку B на ее длину. И соединю точки А и С с полученной точкой. Обозначу точку B1 и скажу, что отрезок BM равен отрезку MB1. Я получил параллелограмм ABCB1. Это параллелограмм по признаку параллелограмма. Если у четырехугольника диагонали точка и причина делится пополам, то это параллелограмм. Что следует из того, что это параллелограмм? Вот это самое главное. Тогда B1 сторона будет равна стороне BC. Противоположные стороны параллелограмма равны. B. Я отмечу это. B малое. А что еще? А еще вот этот угол параллелограмма в сумме с углом B параллелограмма будет давать 180 градусов. Значит, угол А равен альфа. Действительно, угол Б, то есть АБС, с верхним углом в сумме дает 180 градусов. И в параллелограмме сумма соседних углов 180 градусов. Это внутренние односторонние углы при параллельных и секущих. Отсюда следует, что, я вот запишу красным этот важный момент, что угол А равен 180 градусов минус этот угол Б, параллелограмма 180 градусов минус альфа, раскрываю скобки, получается альфа, все. Ну и практически задача решена. Почему? Рассмотрев треугольники КБП и B1, я прихожу к выводу, что они равны по двум сторонам и углу между ними. Действительно, углы между ними равны альфа, между сторонами А и Б в одном треугольнике, А и Б во втором. Можно записать, что треугольник BA B1 равен треугольнику КБП по двум сторонам углу между ними по первому признаку равенства треугольников. Что следует отсюда? Вот отсюда и следует, что BB1 сторона первого треугольника равна стороне КП второго и равна 12. Ну, отсюда понятно, что BM, это же половина стороны BB1, равно 6. Я получаю, что искомый отрезок BM равен 6. Это и есть ответ задачи. Решив задачу в общем виде, мы получим, что BM, медиана, всегда будет равна половине отрезка КП. Ну вот, способ 1 мы закончили. Назовем его продление медианы. Продление медианы. И все, сейчас способ 2. Я все очищу. И мы попробуем найти способ 2. Способ 2, который я предложу, будет называться поворот на 90 градусов. Поворот на 90
градусов. Повернем зеленый треугольник против часовой стрелки на 90 градусов. Ну, вот так. На 90 градусов. Куда придет точка А после этого поворота? Нам нужно повернуть луч БА на 90 градусов. Вот, я поворачиваю луч БА на 90 градусов. Он будет лежать на прямой КБ. Это понятно. И откладываю на этом луче отрезок БА1. БА1, который равен отрезку БА. Все. Точка А перешла в точку А1. Повторюсь, здесь прямой угол. Мы повернули на прямой угол. Значит, КБА1. Это три точки, которые лежат на одной прямой. Угол КБА1 развернутый. Все отлично. АБ равно БА1. В общем-то, это можно даже отметить. Вот так. Куда перейдет точка С? Верно, в точку П. Ведь БС равно БП. И угол БПС 90 градусов. Куда же перейдет весь отрезок АС? Я его выделю сейчас. Может быть, более жирно. Весь отрезок БС куда перейдет? Какой отрезок? Давайте все-таки сплошной его сделаю. Ну вот, отрезок АС перейдет правильно в отрезок А1П. О! Вот, после поворота, представьте, он перешел туда. А куда перейдет точка М? Она перейдет в середину этого отрезка, в какую-то точку М1. А сам отрезок БМ в какой перейдет? Ну, наверное, все уже понимают, в какой. Он перейдет в отрезок БМ1. В равный ему отрезок. Ну, собственно, и все. Итак, мы запишем, что мы сделали. Мы повернули треугольник против часовой стрелки на 90 градусов. Точка А пришла в точку А1. Точка С пришла в точку П. Точка М, середина отрезка АС, перешла в точку М1. Да, при этом отрезок АС весь, отрезок, перешел в отрезок А1П. Ну все, что дальше? А дальше, посмотрите, какое чудо. Рассматриваем треугольник КА1П. КА1П. Точка Б будет середина стороны КА1. Почему? Ну, АБ равно БА1 в результате поворота. И КБ, как сторона этого квадрата, равна БА1. И середина М перешла в середину М1. Значит, ПМ1 равно М1 А1. Отсюда следует, что отрезок БМ1 – это средняя линия указанного треугольника КА1П. И по свойству средней линии БМ1 равна половине своей стороны, половине основания КП равна 6. Но отрезок БМ1 – это отрезок, полученный в результате отрезка БМ. То есть вот здесь можно было написать, что отрезок БМ перешел у нас в равный отрезок БМ1. Значит, отрезок БМ1 равен отрезку БМ, который равен 6. Согласитесь, очень оригинальный, неожиданный такой подход. Я даже пробегусь. Точка А перешла в точку А1, точка С в точку П. Отрезок АС, сторона перешел в отрезок А1П. Точка М в точку М1. БМ медиана в БМ1, а БМ1 оказалась средней линией треугольника КА1П. И поэтому она оказалась равной половине стороны КП. То есть 6, откуда и последовало, что БМ равно 6. Спасибо, пишите, какой способ вам понравился или предлагайте свой. До новых встреч на канале.